Привет-привет, с вами Алена, и я очень рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Это первое видео, которое я делаю специально для YouTube. Итак, начнем. Дано. Клиентка, казалось бы, с очень ужасным состоянием ногтей, и тут я столкнулась с тем, что на предпросмотре, который я делала в Инстаграме, стали все очень ругать ее, там, хаять, да что за мастер был, да куда она смотрела, но никто почему-то не захотел разобраться в ситуации в целом. И вот именно об этом я хочу поговорить. То есть здесь в видео я покажу вам часть работы, которую я проводила, да, то есть мы видим, что ногти в каком-то вообще страшном состоянии, и вообще сейчас можно уже начать утверждать, что здесь грибок там, и пальцы скоро отвалятся, и ногти делал вообще говномастер и так далее. Но давайте разберемся, почему же так произошло, и почему эти ногти в таком состоянии, и вот почему так вышло вообще, что она только сейчас до меня дошла. Ну, не то чтобы даже до меня, просто, в принципе, до мастера. Смотрите, ну, как бы не для кого не секрет, да, была пандемия, и было это уже почти что полгода назад, ну, около того, да, то есть месяцев 5 где-то уже прошло. И так получилось, что в период пандемии девушка не смогла попасть к мастеру, к которому она ходит обычно. Соответственно, ей пришлось искать выход из ситуации. Да, под ногтями вот такая вот жесть. Я периодически буду отвлекаться на комментарии. Там кератоз, то есть это обожженная химикатами ложа, которая вот примерно в таком состоянии пребывает. Ну так вот, возвращаемся к нашему разговору. Девушка не имела возможности попасть к мастеру, поэтому стала искать альтернативные варианты и нашла какую-то свою там знакомую девочку, которая вроде как делает ногти себе. То есть она не мастер, у нее нет сертификата, она не заявляет, что она мастер. То есть она просто, видимо, как-то по-товарищески согласилась помочь девушке и сделать ей ногти. Но ввиду того, что нет определенных навыков, она, опять-таки, со слов клиентки говорит, что она ей перепилила ноготь при снятии, то есть истончила ногтевую пластину, снимала она ей посредством пилки. То есть у нее нет аппарата, она просто ей спиливала пилочкой механически, что, в принципе, правильно. Но единственное, что ввиду недостатка уровня, так скажем, ее образованности в этом моменте, она просто перепилила пластину, и та стала очень-очень тонкой. Соответственно, при нанесении базового покрытия, которое, скорее всего, было достаточно агрессивным, и плюс, возможно, мощная лампа, естественно, девушке это все очень сильно жгло. То есть она говорит, что ей очень сильно припекало в лампе, и уже после самого маникюра она в течение 2 недель ходила, мучилась и не могла ничего трогать. Осмелюсь предположить, что после выполненной процедуры у нее был термический ожог, то есть когда уже что-то пошло не так. Но опять-таки, ввиду того, что сам клиент не является ни врачом, ни мастером, да, то есть вообще никакого отношения к этой сфере не имеет, она не в состоянии поставить себе диагноз, и она подумала, что, ну, наверное, это пройдет через какое-то время. И в итоге пришло все это дело к тому, что она себе сама переделала покрытие. Ну, как переделала? Она слегка пилкой спилила, опять-таки, с ее слов, декоративное покрытие, то есть цветное, и сверху еще перепокрыла это все там другим цветом, чтобы ногти были потолще. То есть она ту базу не снимала, и сверху еще это дело, значит, наляпала как смогла. Но опять-таки, ну, она же не профессионал, мы не можем ее в этом обвинять. Меня вообще очень сильно поразило то, что такое количество комментариев, что капец, там ногти кривые, ногти косые, да как такое можно было. Но сначала разберитесь в ситуации, нельзя так зло. Вот. Продолжаем, да, это было лирическое отступление. Продолжаем наш разговор. После чего, да, то есть она переделала ногти уже в другой раз, и так получилось, что она, ну, опять-таки, насколько я поняла, она вроде бы устроилась на какую-то другую работу, где было производство, и там она имела контакт с латексом. То есть это достаточно агрессивное вещество, и голыми руками она по незнанию, опять-таки, залезла в какой-то контейнер с этим самым латексом, и там уже на фоне термического ожога, да, когда у нее, в принципе, пальцы были, так скажем, ну, уязвимые и не в самом лучшем виде, она еще получает химический ожог. То есть, конечно же, после того, как она побывала в контакте с этим латексом, ей сказали, что делать этого не стоило, безусловно, но уже было поздно пить боржоми, потому что пальцы стали отваливаться, как говорится. То есть после этого у нее еще все опухло, и стала облизать кожа вокруг уже ногтевой пластины, то есть, видимо, кутикула, вот сами непосредственно подушечки, и мы видим, насколько сильно у нее кератоз.
То есть вот я сейчас здесь спиливаю, в этом видео я уже убрала звук, а в Инстаграме у меня еще есть звук, и там слышно, что я пилю ей ногтевое ложе, а звук такой, как будто я гель снимаю. То есть очень-очень сильно уплотнился, сильный кератоз. Это значит, что было воздействие агрессивное извне, и кожа просто стала таким образом защищаться. Вот. Таким образом, что мы имеем? Первый неудачный маникюр, да, перепильное покрытие, ногти не были защищены, термический ожог допускаем. Опять-таки, это все не точно, потому что, ну, меня там просто не было, я не могу на 100% утверждать. Дальше. Она сама делает себе в домашних условиях маникюр. Я знаю, что база была очень кислотная у нее, та, которая у нее была дома. Она это дело добивает, и плюс еще шлифует все это латексом. Ну, вот такой вот примерно букет. Хотя до этого она носила длинные ногти, все было хорошо. И также я спросила у девушки, не смущает ли ее то, что у нее находится под ногтями. Это опять-таки есть в моем инстаграме, там это видео со звуком. Под ногтями у нее лежало что-то, и тут мне тоже нападала целая куча комментариев о том, что фу-фу-фу, какой кошмар. Ну, на самом деле, никакого кошмара там нет. Да, выглядит, ну, так себе, я бы даже сказала, ближе к страшно, но на самом деле это вот то самое ногтевое ложе, которое у нее разрасталось. По идее, это гипонихий, который растет с той стороны, но так как у нее был ожог, и все это сильно кератизировалось. Надеюсь, я правильно сказала это слово, мне не закидают тухлыми яйцами. Вот, ну, короче, все вот это, вся эта кожа, которая росла с той стороны, после того воздействия, которое было, она затвердела, огрубела, слущивание нарушилось, и, естественно, туда стала попадать грязь. Вот сейчас очень хорошо видно, в каком состоянии у нее ложе. То есть я продолжаю пилить, ногтя уже нет, а вот эта плотность и толщина все еще присутствует. Вот. На что я получила очень-очень интересный ответ. То есть после того, как я спросила, ну, как бы считает ли она это нормальным, она говорит, я загуглила, ну, человек залез в интернет, нормальное явление, так и должно, ну, в принципе, мы сейчас так все делаем, да, чуть что мы сразу загуглим. Она говорит, я загуглила, и там написано, что это потому, что у меня длинные ногти. И это чистая правда, действительно, когда у вас длинные ногти, у вас с той стороны ногтя начинает расти кожа. Ну, по-умному разрастается ложе, да, вот этот самый гипонихий, он это так называется. Но в ее случае она просто ввиду незнания проблемы, да, она же не мастер, она не специалист, она вообще не обязана это знать. Она не смогла оценить качество этого гипонихии. То есть она поняла, что там что-то должно расти, но как бы какое оно должно расти, она, к сожалению, не смогла оценить. И это тоже нормально, и мы не можем ее за это ругать, и там, тем более писать о ней плохо. Я вот не считаю, что... Ну, как бы я, конечно, написала, пишите ваше мнение, как хотите. Что-то я не думала, что прям вот настолько закидают говном и всякими отходами, что прям вот так вот будет. И, честно, эта девочка писала мне потом, ну, как бы в таких растрепанных чувствах, что она не думала, что так будут ее оскорблять и унижать. Поэтому помните, что когда вы такое пишете, вот там, вот за этим видео, там живой человек. Это реально существующий человек, который с этим сейчас ходит, и мы будем с ней спасать ее ногти, и обязательно их спасем. Поэтому подумайте 10 раз, прежде чем вот так вот грубо написать, потому что на самом деле каждый, ну действительно каждый может оказаться в такой ситуации. Я сама однажды подхватила синегнойку. Ну так получилось, я переносила покрытие, была отслойка, попала грязь, и ноготь у меня был зеленый. Ну, тоже такое себе. Ну, тогда я, правда, еще не снимала такие видео, так бы я это дело выложила. И то 4 месяца без покрытия ходила, пока все это сращивала. Поэтому будьте осторожны. Вот, и теперь вернемся к моменту про то, что она гуглила. То есть она, в принципе, все сделала правильно, но, к сожалению, не смогла просто этого оценить. Это нормально. Если я сейчас полезу в интернет проверять что-нибудь на тему хирургии и гинекологии, я, скорее всего, тоже не поставлю себе диагноз, ну, просто потому что это не специфика моей работы. Так что давайте будем добрее. Теперь сам факт того, что все-таки эта девушка пришла. Я вот очень рада, что она пришла. Она говорит, я увидела ваше видео, по-моему, в ТикТоке, да, пришла в Инстаграм, если я ничего не путаю. Но если путаю, она меня поправит. Вот, она говорит, я увидела и вот решила к вам обратиться, потому что, да, у меня были работы похожие, но, честно, вот это прям самая жесткая жизнь пока из того, что мне встречалось, и я рада, что она попалась, и я очень хотела это опубликовать, потому что я хочу, чтобы другие люди с похожей проблемой, если они в моем городе, пусть они приходят, я сделаю максимум того, чтобы ситуации помочь им разобраться, если не в моем городе, то пусть они покажут это своим мастерам, да, или как-то, не знаю, обратятся к врачу, то есть, ну, можно, они могут мне написать, я проконсультирую, помогу, чем смогу. Вот, я просто хочу эту проблему освещать, и очень важно для меня, я бы хотела сказать всем, у кого есть похожие приблизительные состояния ногтей, пожалуйста, не ждите. Не нужно думать, что это пройдет само. Зачистка необходима.
как минимум для того, чтобы просто избежать присоединения вторичной инфекции, для того, чтобы быстрее пошли процессы регенерации. Теперь по поводу того, что мне будут часто писать, я знаю, там, типа, пройдет это или нет. Это пройдет. Как мы можем заметить на видео, да, вот где-то 1/3, вот та, что идет от кутикулы часть, там уже нормальный здоровый ноготь, они у нее точно отрастут. Но зачистку необходимо делать для того, чтобы просто это происходило быстрее, и там эту грязь она с собой не носила. Нет смысла оставлять длину, потому что это дополнительная нагрузка. То есть если ноготочки у нас длинные, они же получаются у нас подвижные, и при бытовом использовании, при любом механическом воздействии, да, там, не знаю, мытье посуды, открывание молнии сумки, я не знаю, нажатие кнопки лифта, ремня безопасности и прочего-прочего, то есть все равно есть механическое воздействие, и человек может усугубить таким образом ситуацию. Поэтому лучше полностью убрать длину, это будет намного быстрее. Сейчас мы пару раз ее зачистим, и потом постараемся подобрать ей стимуляторы роста, и, скорее всего, это будут инки, которые я очень люблю использовать. Я думаю, что все знают, да, серию Инки Профи. Если что, ссылочки я оставлю в описании, ведь на ютубе можно делать такие штуки, мне это очень нравится. Вообще, я мечтала давно уже начать работу с ютубом, и вот он, этот самый звездный момент, я начала. Кстати говоря, я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, потому что все это поможет поддержать развитие моего канала, и, конечно, это порадует меня. Я буду стараться снимать более подробные видео, меньше их ускорять, да, то есть, чтобы вам было все хорошо видно. Задавайте вопросы, я буду стараться отвечать на ваши вопросы. И, кстати говоря, здесь мы уже обрабатываем вторую руку. У нее поражение полностью на 10 ногтей, представляете? То есть вообще ни одного живого ногтя нет. Ну, вот так вот это выглядело. То есть мы снимали здесь твердосплавной фрезой, хотя часто я анихолезис вообще обрабатываю алмазными фрезами, но здесь была просто жесткая жесть. И сам маникюр мы, кстати, совершенно не делали. Я вообще не вижу смысла здесь работать с кутикулой, пока вообще, ну, до этого, короче, нам далеко. К сожалению, итоговый результат не будет прям вау каким классным, то есть, ну, вот мы зачистим, мы примерно в таком состоянии оставим, сейчас подождем, и она скоро придет. Если все будет хорошо, я дальше буду снимать эти обзоры про состояние ногтей. И, кстати говоря, давайте, если вам не сложно, вот здесь на ютубе в комментариях, пожалуйста, давайте оставим ей слова поддержки, потому что мне было очень за нее больно и обидно, когда я читала комментарии. Видео разлетелось по пабликам просто со страшной скоростью. Просто был такой бум, что я до сих пор даже не могу разобрать все эти сообщения. Я очень стараюсь на всем ответить. Отвечаю очень нейтрально, потому что я, ну, больше всего я, честно говоря, переживаю за ее состояние, потому что я представляю, как это неприятно и какие люди злые. Они там сидят на своих диванах, прости господи, да, закрытых аккаунтов, что-то комментируют, что-то там говорят и даже не думают о том, что как вообще этот человек будет. Поэтому, пожалуйста, думайте, что пишете, я вас очень прошу. Проблемы серьезные, у нас у всех бывают какие-то сложности со здоровьем, там, с внешностью. Все-таки мы девочки, руки – это то, что на виду. И ей и так будет сейчас сложно с этим ходить, потому что она привыкла ходить с красивыми длинными ногтями. И вот какую злую шутку с ней сыграла пандемия, тут одно на другое наслоилось. Как бы давайте, пожалуйста, будем добрее. И то же самое, кстати говоря, касается работы с грызунчиками, да, которые я тоже планирую публиковать. У меня много таких видео, и будут они еще. Я часто беру проблемные ногти. Я понимаю, что трешак круто заходит, и его здорово обсуждают, но все же я взываю к человечности. Все-таки давайте будем людьми. Для тех, кому интересно, еще раз объясняю, обрабатываю сегодня твердосплавными фрезами, извините, уже заговариваюсь. Также срез осуществляю кусачками пряморежущими педикюрными. Это те кусачки, которые мы используем в педикюр для того, чтобы усечь врастающий ноготь, либо трапециевидный ноготь. И больше особо никаких инструментов я не использовала, разве что вот антисептик. То есть и ногти как таковые особо пилкой не пилила, и состояние их будет пока что не очень. Вот. Ну, я думаю, что я все сказала, все, что я хотела. Если что не так, пишите. Кстати говоря, комментируйте, как лучше делать видео на ютубе, потому что с этим форматом я пока не знакома. Я обязательно всю критику, все ваши отзывы, все комментарии приму к сведению и буду становиться лучше, буду стараться.
Ну, а сейчас я думаю, что уже пора прощаться. Видео на целых 15 минут, и я давно столько не разговаривала и записывала этот звук одним дублем. Если звучу плохо, тоже приношу свои извинения, потому что очень сильно болела, и вот сейчас еле как возвращается мой голос. Вас я очень сильно благодарю за просмотр. Если кто досмотрел до 14 минуты, вообще просто +1 к карме. Ну какой +1? +100 прям точно. Ладно, девочки, всем и мальчики, я знаю, что мальчики тоже меня смотрят, что мне очень-очень приятно. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Алена Лаврентьева. Я с вами прощаюсь. Не забываем подписаться на мой канал, поставить лайк, ну или даже дизлайк, а почему нет, это тоже реакция. Но только если ставите дизлайк, пожалуйста, напишите, за что. Я хочу знать и стать лучше. Я не буду на это обижаться, я буду принимать самую конструктивную критику. Так что все, давайте, до новых встреч. Пока-пока, с вами была Алена. Жду вас на своем канале. И, кстати говоря, напишите, пожалуйста, сколько видео в неделю вы хотите, чтобы я выкладывала. То есть, как здесь заведено, может быть, как делают другие блогеры, как вам интересно и по каким дням, может быть, вы мне тоже предложите. Также принимаются на рассмотрение темы для следующих публикаций. Окей? Ну все, пока-пока, с вами была Алена. До новых встреч, большое всем спасибо.